Я просто скажу вам несколько мыслей про вообще. У меня такая мысль есть. Не мысль. Это прямо я точно знаю. В кино техническая работу, которая нужна для создания произведения экранного искусства динамического типа фильм. Маленькие, короткие, длинные, разные всякие бывают. Когда-то они были маленькие и лежали на каждом углу или бегали по тряпочкам в разных шатрах, уголках, кабинетах, кибитках. Но это было давно, лет 100, считаю, 120 назад. А сценаристы уже были. Ну, то есть сценаристы, они были фактически, но сценарий, он уже был. Уже тогда предполагалось, что сценарий – это что-то, что необходимо технически для съемки фильма. Чтобы не перепутать, кто что говорит, но виртуально, что после чего происходит, с чего начинается, чем заканчивается, чтобы быстро с этим разобраться, чтобы не запутаться. И чтобы в результате в фильме тоже все было просто. Чтобы оно началось и закончилось. И тогда уже родилась вот эта двоякость. Ну, двоякость, такое слово, красивое слово, двоякость. Я думаю, двоякость – это когда вот вроде и так, и этак. Вот тут было тоже и так, и этак одновременно. Строится некое, но объемное устройство. У него есть начало, середина, конец. Мы входим внутрь. Это фильм. Мы невидимо входим внутрь мира, который из плоского экрана вдруг стал для нас миром нашего проживания. И сценарист – это кто-то, кто с одной стороны делает устройство скелетное этого мира. Он драматург в том смысле, что он конструирует для всего этого путешествия единую, существующую одновременно и связанную органически от начала до конца друг с другом скелетную структуру. Начало, середина, конец. Завязка, развитие истории, кульминация, перелом. Что-то, что позволяет нам почувствовать, что история закончилась, не только потому, что экран погас. И одновременно с этой идентичностью сценариста как мастера скелетной, внутренней структуры, невидимо держащий эту вещь, фильм. Одновременно с этим сценарист мыслился как мастер работы отделочной, как кто-то, кто не строит здание на самом деле, а кто занимается его внешней фальсификацией, кто занимается внешним обустройством его облика, созданием внешнего эффекта, который дает зрителю больше комфорта, чем если бы зритель в действительности прикоснулся к этому зданию, чем если бы зритель был бы соавтором этого фильма. Дать зрителю внешний эффект, который поможет вспомнить что-то уютное. Уютное не обязательно в смысле радостного и тихого комфорта, но уютное в том смысле, что ты нечаянно, помимо разума своего, вспоминаешь, что однажды, когда-то ты жил уже в такой истории. Ты прожил ее, ты там побывал. Она была страшная, и ты сквозь нее прошел. Она была радостная, сквозь нее ты прошел. Ты знаешь, что будет дальше, потому что тебе дали почувствовать себя знакомо. Внешность. И вторая удивительная, и еще одна удивительная всего этого есть.
сторона с самого начала и навсегда сценарист в случае с кинотворчеством не был автором этого мира. Он не был автором этого произведения. Это очень другая дорога историческая, чем у наших вроде бы коллег, драматургов театральных. Они были оракулами, пифиями, с исполнителями либо создателями некоего мира. Они были провидцами какой-то истории, и они были авторами. Потом уже когда-то однажды стали из теней, даже не драматургов, теней актеров рождаться режиссеры, как авторы театрального произведения. Кино родилось как произведение, автором которого не является писатель, не является тот, кто придумывает именно структуру, кто придумывает сначала надписи в нем кино, потом между кадрами, после с рождением звукового кино слышимые реплики. Сценарист не автор. Сценарист – помощник, сценарист-ассистент. И еще одна, видите, как много, я обещал вам двоякость, а у меня уже что-то другое. Но это две двоякости, да, это тоже двоякость такая. А другая двоякость вот этой уже стороны. Сценарист как не автор фильма. Никогда и с самого начала. Другая сторона этой интересной особенности работы драматурга в кинематографе – это его отношение с действительностью. Потому что у действительности есть очень много дорог, которыми она может проникать в фильм, и непрошенным образом тоже, и принуждая авторов и участников, и сам фильм к тому, чтобы себя действительно принять. Вы знаете истории про то, как внезапно человек с интересным типажом вдруг на площадке появился, и он стал внезапно главным актером этого фильма. Вы знаете истории про то, как внезапно лил дождь, и такой стала среда визуальная фильма. Хотя долго ждали на мосту, когда же будет прекрасный восход на Москве-реке. Но не получилось, не было и не осталось, и так и не стало в этом фильме. Не важно, что он был в сценарии, не важно, что оператор и режиссер верили в этот восход. Это какие-то конкретные случаи из множества случаев, когда действительность делает протечки невидимые и часто непобедимые, попадает в фильм. Сценарист – это участник работы над фильмом, которому его участью предопределено работать с действительностью открыто и осознанно, и взаимно осознанно. Потому что по древнему поверью в жизни, говорят, регулярно случаются интересные истории. И говорят, что если интересную историю, которая случилась в жизни, рассказать в каком-то, через какой-то посредник, через, допустим, фильм, то другим людям будет тоже интересно. А это значит, что сценарист – это человек, который берет из действительности что-то, что можно осмыслить как интересную историю, и делает ее консервацию и приживление в мир мнимой реальности, в то, что мы сможем увидеть бесконечное количество раз в разное время, в разных местах, с одними и теми же отпечатками людей, которые на экране снова и снова проживут эту историю для нас. Другая сторона этой миссии, простой, невысокой миссии сценариста, это та великая
задача, которая прячется у сценариста вне поля его зрения. Потому что действительность не равна истории, которую мы можем рассказать. Здесь я немножечко отвлекусь, а может быть не отвлекусь, а просто про другое, вроде бы про другое поговорю. Я вот думал, могут ли два события происходить одновременно? Ну, то есть они могут происходить, они всегда происходят одновременно, но фильм — это один из редких случаев на свете, когда очень кажется, что это где-то и возможно, но только не здесь. Буквальное воплощение этой невозможности. Полиэкран, когда в нескольких частях вот этого полотна вдруг появляются свои полотна, свои автономные рамки, свои экранчики, и там происходят, возможно, параллельно самостоятельные, самодостаточные истории. Но и для того, чтобы мы увидели этот полиэкран, часто обрекающий нас на невозможность следить в равной степени за 4, предположим, историями. Если вы посмотрите некоторое время любой фильм, любое зрелище в полиэкране, а это очень просто сделать, если вы пойдете куда-нибудь, где, например, стоят камеры видеонаблюдения, и посмотрите у охранника, если он будет, конечно, там, и не уйдет, потому что скучно, но и вы посмотрите на эти камеры, экранчики, которые показывают, что происходит в разных углах, на которые смотрят камеры наблюдения, в офисном центре, на заводе, в магазине. Если вы будете долго смотреть, то, возможно, вы заметите за собою, что вы стали полем боя. За вас начинает бороться события, творящиеся на каком-либо из экранов. И если они отказались от борьбы, если на каждом экранчике ничего не происходит, то событием становитесь вы, потому что вы теряетесь из этих миров. Но вы смотрите, вы ждете, вы начинаете быть внутри себя. Вы видите, вы смотрите, но не видите. И это еще один способ смотреть кино. Но если мы представим себе, что какое-то есть спасение из этой невозможности, несколько событий, 2 события хотя бы происходили бы одновременно, то, наверное, этот образ человека, которому скучно смотреть на полиэкран, в котором ничего не происходит, это первый шаг к спасению. Если что-то творится внутри нас, не соответствующее тому, что творится на экране, это первое мгновение, когда 2 события начинают происходить одновременно. Экран кажется плоским, но на самом деле он разрешает сосуществовать рядом с собою, одновременно с собою, нескольким невидимым планом. Вы помните жанровый прием, саспенс, вот эту историю, когда они говорят на экране, а мы понимаем, что сейчас взорвется бомба, когда она кричит на него, а мы понимаем, что сейчас сюда едет Спаситель, который его защитит. Очень смешной пример. Когда вы знаете, что сейчас он скажет тайну, но он до сих пор еще не сказал, скажет или не скажет, или признается в любви или не признается. Саспенс, не обязательно связанный со страхом, но связанный с нашим знанием чего-то, чего нету. Объективно его нету. Его нету на экране. Оно не существует там.
Оно прячется в нашем знании, оно прячется в нашем сочувствии кому-то, кто сейчас виртуально для нас присутствует в этом мире или присутствует за его пределами. И это еще одна возможность найти события, происходящие одновременно. Как может это быть? Это удивительная вещь, потому что этого невозможно. Фильм линеен. Он начинается, продолжается и заканчивается. Когда вы находитесь в фильме, вы всегда находитесь только в одной точке. Вы находитесь в мгновении сейчас. У вас нету возможности попасть в другое место. Потому что если вы перемотаете, значит, вы смотрите не фильм. Значит, вы стали хозяином кнопки. Фильм идет до тех пор, пока вы не хозяин, пока время необратимо, экранное время, пока ваше место путешественника во времени ограничено вашей возможностью вспоминать, что было в начале, в какой-то момент заново понимать то, что вы уже видели, но еще тогда не понимали, а почему же тогда она мыла руки? Ах, вот почему это была кровь, простите за примеры. Ну, они простые и вдруг немножко знакомые. Все же такое где-то мы видели. Хорошо. Когда Варвара рассказывала про гостевых кураторов, про людей, которые приходят раз в месяц на 3-й этаж этого 3-этажного музея, ходят по залам, в которых очень плотно и в некоем порядке, в некоем тематическом, иногда сложном тематическом созвучии собраны очень разные предметы, маленькие штучки, гигантские ноги металлического существа, видео, мусор, ставший искусством, видеомусор, ставший искусством, плакат, живопись, очень разные вещи. И этот гостевой куратор создает из них последовательность. Он действительно, они в этой истории про генеральные репетиции именно так и есть. Они, он, она. Они создают последовательность из вещей, которая каждая сама по себе является цельным, замкнутым сюжетом, существующим вне линейного времени. Когда вы смотрите на произведение визуального искусства, вы видите его, и оно для вас живет во времени, не обращая на это время внимания. Я говорю про большинство случаев, с которыми мы встречаемся в некоем музее, в том числе в этом музее. Игра, которую пробует пройти гостевой куратор, собрать эти отдельные, самодостаточные, вневременные истории в путешествие. Действительно, это что-то очень похожее на искушение, которое обычно ставит перед сценаристом. Практическая задача — рассказать историю фильма от начала через середину до конца. Одна ситуация, один герой, другой герой. Если мы, не желая им зла, не желая им даже попасть вместе в один сюжет, подумаем о них рядом, между ними образуется, помимо нашего старания, связь. Эта связь будет не сюжетом, возможно, еще, но она будет потенциалом возникновения сюжета. Мне нужно всего лишь назвать. Я вижу, как сидит человек на одном
мраморном куске. Вот у нас тут мраморные куски. И на другом мраморном куске. И это, к сожалению, уже сюжетно, потому что они сидят на разных мраморных кусках. Если они сядут на одном мраморном куске, это тоже будет сюжетно. Сюжетность рождается неизбежно только когда мы что-то начинаем видеть, когда мы провозглашаем для себя, что мы что-то видим. Есть вопрос, ну, он такой шуточный вопрос. Можно о нем думать, и когда вам не спится, и вы заснете. Где находится зритель, когда смотрит фильм? Предполагается, что для того, чтобы смотреть фильм, хорошо бы было темно. Это первый шаг к беде. Потому что если в кинозале темно, вас не видно. Единственная точка, откуда вы видны относительно, это обратная вам точка. Это взгляд с экрана. Экран видит ваши лица, наши зрительские лица. Мы блестим глазами, если мы не заснули. Мы немножечко белеем, ну хотя бы чуть-чуть, у нас разный цвет кожи, лицами. Но в темноте зрительного зала перед светом экрана, а он всегда светится, даже если там ночь, он только тогда не светится, когда фильм кончился и еще не включили общий свет. Мы всегда видны, но мы никогда не видны друг другу, потому что затылки наши — это обратные стороны нас, спутников. Мы луны, которые никогда не будут вращаться той стороной, которая темна. Нет, мы можем валить. Но это, ведь, понимаете, в этот момент мы перестаем быть зрителями. Пока мы зрители, мы не можем остановить время фильма, и мы не можем отвернуться от экрана. Это страшно. Но именно это с нами случается, если нам интересно. Если в этом существовании в одно мгновение нескольких событий для нас есть что-то, что мы видим, и что-то, что мы чувствуем, и эти события нами одновременно осознаются, то это уже значит, что нас нет. Зрителя нет, когда зрителю становится интересно. В этот момент возникает сочувствие, в этот момент случается перемещение, передвижение того, кто решился смотреть фильм, в несуществующий на самом деле мир. В этом мире мы находим для себя хозяина, вместилище, проводника. Он меняется с течением фильма. Он начинается для нас с еще неизвестного нам и очень скоро обреченного на растворение героя фильма, оператора, человека с объективом. Он и есть наш первый похититель. Или она, оператор, она и он, некто, кто снимает. Это человек, который нас забирает из нашей настоящей жизни. Когда появляется что-то, с чего фильм начинается, оно становится первым нашим вместилищем. И мы живем от начала к продолжению фильма в поисках такого вместилища, из которого нам труднее всего будет уйти. Это будет то, за что мы будем болеть. Мне рассказывали, что люди смотрят в чемпионат мира по футболу. И бывает, что команда, которая сначала кому-то очень хотелось победы этой команде, но проиграла, а чемпионат продолжается, и человек находит для себя кого-то еще. Это история сочувствия. Тебе хочется жить в фильме, ты смотришь, и ты находишь для себя своего героя, потому что ты знаешь, однажды, потом, ты узнаешь
кто в конце был лучшим для того, чтобы ты был этим, чтобы в нем ты смог бы дожить до конца. Герой — это тот, с кем ты смог дожить до конца. И задним числом, ретроспективно, ты понимаешь, кто же был твоим героем в фильме, который ты смотрел. Работа сценариста рассказывает про то, как найти путешествие зрителя от себя, настоящего, сидящего в зале, в это несуществование, увлекательное несуществование, от сочувствия к сочувствию. Но что случается, если мы не представляем себе нашу задачу не в построении связи между одним и другим элементом, взятых нами в историю? Что если мы попробуем не придумывать связь между человеком, сидящим на одном и на другом краю одной скамейки, и не видеть, а это очень трудно каждому из нас, не видеть сюжета в том, насколько близко или далеко они сидят друг от друга. Я всегда шел, я в какой-то момент я волновался, думал, я ничего не забыл. Никакую я не забыл, вроде не забываю. А вещь вам сказать. Я сел на скамейку, а там нет скамеек. На Петровском бульваре сидит женщина на краю скамейки, и я сел на дальний край, чтобы не пугать. Я мог сесть ближе, мог сесть посерединке, мог сесть рядом, это был еще один сюжет. А я сел на дальний край, посидел, повздыхал, посмотрел в телефон, где у меня была шпаргалка моя, еще повздыхал и побежал. Это была история, которая обрекла нас на сюжетность. И эту женщину, которую я не помню лица ей, потому что, чтобы она не пугалась, я и не смотрел на нее. Не помню, честно. Вот. Что, если мы попробуем для себя остановиться, когда мы ставим в нашем мысли, в нашей готовности увидеть историю один и другой предметы нашего внимания, что если мы попробуем не искать между ними связи, не разгадывать связь между ними? Это же такая замечательная игра, такое увлекательное и очень распространенное увлечение людей, которые не смотрят в телефон, когда идут в метро. Смотреть на людей рядом, быть зоркими к ним, быть внимательными. Может быть, для того, чтобы не так просто и не так невозможно было бы создавать последовательность от начала к середине и концу между разными автономными ситуациями, предметами. А в каком-то смысле, если мы смотрим на... представьте себе, что мы смотрим историю, в которой два человека, мужчина и женщина, начало, середина, конец, и у них разные мизансцены. В начале одна, в середине другая, в конце третья. Мы можем посмотреть на них, на эти слитные в их жизни перемены. Мы можем справедливо заявить, что они не обязательно должны быть нами видимы слитно. Они тоже различные. Человек, находящийся в некоем мгновении, некой реальности, некоем пространстве, в некоем своем самосознании, человек, который занят сейчас мысленно чем-то, человек, который сейчас так видит своего визави, своего партнера по сцене, этот человек не тот же самый человек, который будет в этом теле и в этой судьбе жить через перипетию или через небольшое даже время. Эти люди разные. Когда мы смотрим на слитную историю, мы и были бы правы, если бы мы для себя помнили, что она в то же время и монтажный фильм, и коллаж, потому что
человек, живущий жизнью, которая объединена его памятью о том, что это его жизнь, это очень разные люди, живущие сквозь это время вроде бы в одном течении связей начальных и финальных, частных, перипетийных. Это случилось потому, что было перед этим то-то, то-то, а из-за этого случилось потом это вот, а потом в результате сбила машина девочку на улице Выборгская, например. Хорошо. Это просто маленький такой призыв к вам для вашего развлечения. Если когда-нибудь вам случается играть самой собой в игру, смотреть на чужого и разгадывать сюжет этого человека, то попробуйте и сыграть в игру, в которой вы ставите рядом вещи, которые могли бы быть связаны, и, может быть, это разные события жизни одного человека, одного героя, и постарайтесь вспомнить о том, что между ними можно не видеть связи. Может случиться так, что если мы ставим рядом последовательно разные вещи и провозглашаем для себя или для зрителя отсутствие связи между ними, по крайней мере, провозглашаем для себя отсутствие связи между ними, может быть, эта связь начнет для нас быть видима иначе. Может быть, она же все равно появится, но, может быть, она освободится от того, что вначале мы хотели для них. Но это что-то вроде всяких историй про кого-то, у кого есть власть, там всякие родители, которые решают, кого нужно детей жениться, кем работать. Мы когда что-то с вами придумываем и сочиняем, у нас есть власть. И эта власть, она иногда очень хороша для событий, которые мы ставим в том или другом порядке, но не всегда, даже если события потом нам благодарны, не всегда она означает, что это и есть судьба. Иногда связь сюжетная, связь переклички, связь образного созвучия между одним и другим эпизодом, одним и другим персонажем, одним и другим моментом из одной судьбы. Если мы пробуем отказаться от нашей готовности осмыслить и придумать, а просто постараться остаться этим вещам без нашего вмешательства и нам стать зрителем, иногда может оказаться, что мы найдем другой сюжет, неведомый для нас, более странный и более увлекательный, потому что это будет наш первый шаг из нас куда-то еще. Я буду уже заканчивать. Я имею честь вести занятия как вспомогательный педагог в школе документального кино Марины Разбежкиной и Михаила Угарова. И моя такая самая, как бы сказать, конкретная задача – это помогать студентам, пробовать помогать студентам работать над сценариями документальных фильмов. Когда мне случается работать над сценариями игровых фильмов, а я не делаю фильмы документальные, я по давнему своему какому-то убеждению начинаю работу с исследования, даже если я про все знаю и сам могу хорошо придумать. И я вдруг задумался впервые в жизни про роковую неправильность рабочей цепочки и в одном, и в другом случае про отношения с будущим. Когда мы придумываем сценарий игрового фильма, мы всегда обязаны, это наш долг, предугадать будущее, не завтрашнее, а послезавтрашнее. Потому что в завтрашнем будущем этот фильм будут снимать наши товарищи, даже если это очень быстро все делается, даже если мы сейчас придумаем канву для импровизаций актерских, и вот они сейчас что-то уже сами для нас удивительное импровизировали, но есть расстояние, все равно неизбежно оно есть, между моментом придумывания
чего-то, между моментом ее истории, реализации и этим послезавтра, когда зритель увидит фильм. И очень трудно, и даже я думаю, что полезно решить, что это невозможно предугадать послезавтрашнее будущее. Фильм, который будет увиден теми, про кого сейчас нет оснований считать, что им будет важно и интересно послезавтра. Когда мы должны составить сценарий игрового фильма, то нам очень важно подумать про завтра, потому что нам очень важно представить себе, насколько иным эта вещь может стать во время съемки. Натура, объекты, фактура тех артистов, которых, возможно, нету, когда мы сейчас еще это пишем и видим этих людей мысленно, но потом случится так называемый кастинг, и эти персонажи получат не только лица, но они получат ресурс судьбы, ресурс темперамента, ресурс личности человека, которому предстоит этого персонажа играть. И если сценарий имеет возможность и право оставить себя для того, чтобы найти нового соавтора, нового союзника в лице актера, в лице природы, в лице объекта, в котором будет помещено это действие, то это правильно, это хорошо, потому что тогда больше эта история шагнет в будущее завтрашнее, в то завтра, которое случается после того, как сценарий, обычный сценарий дописан. Но есть то, что будет после окончания фильма, полного окончания фильма. Это момент, когда фильм выйдет к людям. И от кого бы это ни зависело, кто бы не мог помочь моменту, когда они решат, что вот сейчас надо, чтобы эта вещь вышла к зрителю, но все равно то, что в ней придумано когда-то позавчера. Я думал иногда, есть ли возможность у нас рассматривать вокруг нас не проснувшиеся еще будущие события, будущие сюжеты. Вы помните историю сказочную про, по-моему, в этой древней международной сказке, я вспомню, читал в детстве вариант, которым эту девочку звали бедная Эльза, она полезла в подвал, она расплакалась, не могли утешить, объяснила, я потому что увидела, что тут висит бревно, я подумала, что когда-нибудь у меня родится сын, он полезет в подвал, бревно упадет, беда ужасная, и правда, и все правильно. А это бревно, оно висит. И когда-нибудь однажды оно станет, но зерном, началом какого-то сюжета. Где в тех сюжетах, которые случаются в нашей жизни, где есть те мгновения, когда мы можем посмотреть на вещь, поступок, пространство, решение и найти накануне, но в котором уже все есть. Еще не случилось завязки, а для нее уже все есть. Это очень интересно про это думать. И, может быть, невозможно для себя находить эти будущие, спящие пока что сюжеты. Но это тоже что-то, про что интересно мечтать. Потому что это то, что должен был бы, наверное, в каком-то большом идеале делать каждый обычный работник, сценарист, и что каким-то образом каждый сценарист и делает, так или иначе, и удается ли разгадать то будущее, которое была возможность увидеть, неважно, смог ли ты понять, что ты увидел и кому-то показал. Сценарист
игрового кино — это кто-то, кто обязан быть пророком. Исследование — это ситуация, в которой вы идете к действительности для того, чтобы потерять себя и свой сюжет, и свои знания, для того, чтобы вы не подтверждения нашли, не иллюстрации из мира вокруг, а для того, чтобы вы нашли в мире вокруг замену для того, что вы хотели сказать. Но в идеале. В идеале это так. Иногда в жизни случается, что мы оставляем в стороне это наше открытие о том, что все так, как жизнь рассказывает сама, а мы услышали нечаянно. Но хотя бы запомнить на потом, что было так, не как придумать хотелось тебе. Сценарии документального кино пишутся для того, чтобы сгореть. Они пишутся не для того, чтобы быть реализованными. Потому что то, что в сценарии игрового кино случается до создания сценария, когда у вас есть уже мысль, и вы идете, совершаете исследование, с которым потом вы пишете сценарий, здесь вы уходите в мир для того, чтобы снять фильм. И то, что вы должны потом сделать, это не придать вот это вот знание, вами полученное на этих съемках, когда вы снова стали хозяином. А это случится, когда вы будете монтировать фильм, когда вы снова будете создавать, заниматься сценарной, драматургической работой, но уже с существующим, независимым, почти независимым от вас материалом. Когда вы будете складывать историю снова, и это будет уже тот фильм, который вы покажете вашему зрителю. Но когда вы еще не ушли снимать, вы должны, вам стоит попробовать написать сценарий фильма, который еще не существует. Попробовать предугадать то, что может случиться, если вы, человек с камерой или с оператором, придете туда, куда вы действительно скоро придете, где вы найдете того, на кого смотреть, что случится между вами и этим человеком, даже если это будет, молчащее взаимодействие, спящее, не активное вроде бы, но оно всегда есть, потому что вы можете существовать зримо и незримо, вы можете существовать, присутствуя в судьбе этого человека и стараясь открыто или скрыто исключать себя из этого мира. Но удивительно интересно представить себе, насколько прав философ, который там за стенкой расставил экспонаты и написал на одной стене, что когда мы совершаем поступки в настоящем, потому что мы знаем что-то о будущем, я вот не знаю, он так написал, или это я уже так понял, но что-то точно правильно. Мы попадаем не в то будущее, которое случилось бы, если бы мы не смотрели для себя нашей волей, нашим знанием, нашим попыткой понять, что будет дальше. Насколько мы находимся, создавая сценарий, работающий с действительностью, пытающийся прогнозировать, предугадать действительность, научиться у действительности, насколько мы в эти моменты попадаем не в то будущее, которое ждало бы нас, не готовых ни к чему, а в то будущее, которое отчасти создано нами и поэтому является не столько будущим, сколько немножко и настоящим. Вот, собственно, хотел вам про все рассказать. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я когда смотрел фильм по одному из ваших сценариев «Свободное плавание», если я не совру сейчас,
я очень люблю этот фильм, и меня в нем покорило то, насколько точные и настоящие образы героев. И мне всегда казалось, что для фильма самое важное — это поймать наиболее точный и близкий к жизни образ героя. Но когда я попробовал на каком-то начальном уровне писать сам, я столкнулся с тем, что когда ты пишешь очень настоящего, очень похожего на твоих друзей героя, он совершенно потом не вставляется в конструкцию, которую ты хочешь. А потом я смотрел мастер-классы Соркина, где он, наоборот, рассказывает о том, что все его, как бы, ну, условное мясо его героя всегда рождается только из действия, и вне действия не существует. А как это у вас происходит, и как соблюсти баланс между тем, чтобы люди оставались какими-то настоящими, но при этом работали на общую какую-то канву, и что первично, то есть история, из которой вытекают герои, или... Ну, то есть мне кажется, что то, что вы делаете, отчасти близко к документалистике, потому что вы очень много, кажется, подглядываете за реальностью. И как это сохранить, и при этом как бы существовать в условиях, ну, жесткой драматургии? Вот такой вопрос. Я однажды пришел на выставку, я хотел прийти на выставку Людмилы Петрушевской. Бац, я перепутал числа. Там была выставка в литературном музее рисунков и иллюстратора конца XIX века к роману «Отцы и дети», но я уже пришел, я стал смотреть. И вы знаете, там была такая удивительная штука. Вот вы помните, там такая роковая женщина, Одинцова ее фамилия. И вы знаете, все такие, как я себе представлял. И Базаров и Кирсанов, они такие. А вот она какая-то другая. Она непонятная. Что-то в ней неправильное. Она не говорит. Ее лицо ничего не говорит. И она все время улыбается, как будто ей немножечко смешно. Если посмотреть, привыкнешь. Если у тебя будет книжка с такими картинками, ты так и будешь думать, вот такая она была. Надо же, в нее влюбились такие какие-то классные ребята. И вы знаете, потом еще были работы этого же иллюстратора уже за другой ширмой. Другая книжка, уже я не помню, что за книжка. Та же женщина. Он рисовал какую-то свою родную или не родную, а просто какую-то, которую ему хотелось поместить себе под карандашиком рисовал. Я не к тому, что вот как надо или никак не надо, это я просто как читатель. Я вот думал тоже про «Остров сокровищ» книжку. Ну, я читал, когда уже немножко постарше стал, уже в предисловии читал. Там было, или послесловие, было написано, что у автора был друг, который адски обиделся потом, когда книжка вышла, потому что он понял, что это немножко его в виде Джона Сильвера. Он такой странный пират, он какой-то не такой, каким должен быть. Не только потому, что у него очень характер странный, неправильный характер. Он очень хороший, он очень какой-то и одновременно безнадежно жесткий, и бессердечный, и ужасный. И одновременно он очень ласковый. И это как бы не противоречие внутри персонажа. Это одновременное сосуществование двух каких-то его душ, или одной души, которая непознаваема. Но есть еще странность, в него лицо. У него рожа какая-то, большая красная рожа, висит на голове. По ней ты, в принципе, понимаешь в первый раз, когда читаешь, что-то не то. Вот одноногий моряк, все прекрасно, но вот почему такая рожа? Висит красная рожа, как-то не приключенчески, что-то не то. И ты не можешь понять потом, что не то и зачем оно было. Мне кажется, что когда вы что-то для себя дорогое берете, потому что вам оно непонятно или дорого, то оно становится какой-то возможностью, помимо вашего желания, что-то принести вашему читателю другое, чем вы придумали. И если вы не заботились о том, чтобы, или там заботились, но не получилось у вас, чтобы что-то как бы нечетное и не по правилам
осталось, потому что просто оно было из дорогого для вас или неприятного, или приятного, но или даже неприятного, чего-то для вас дорогого, в плохом смысле тоже, может быть, дорогого. Если оно есть, и вы не пробовали его осмыслить, а просто попробовали его себе взять как не сообщение, а как непонятный иероглиф, как что-то, что вы перерисовали, а не переписали, то, может быть, кто-то другой поймет, что тут написано. Вы всего-навсего сберегли это послание для какого-то будущего другого вашего читателя. А может быть, какой-то жизненный сюжет, какая-то, драматургия, спрятанная и зримая через что-то, через поступок, через лицо, через характер. Что-то не вами придуманное, а что-то в действительности бывшее. Может быть, оно придет к вам в гости и станет вашим товарищем и помощником, невидимо для вас. Вот такой ангел, который вы работаете, вы что-то делаете, такая картинка, да, такая приятная, а где-то еще какие-то ангелы фигачат, а вы их не видите. Вот, наверное, в каком-то смысле это такие ангелы, которых мы иногда и чаще всего, может быть, или неправильно слышим, или вообще думаем, что они что-нибудь не то нам советуют, но все, что вокруг нас, и мы что-то придумываем, что мы придумываем, это, что-то из действительности. А истории, которые нам непонятны, которые не истории, которые не получается как истории понять, это что-то большее, это что-то такое прекрасное, как ангел, который пришел к людям, и мы до поры до времени думаем, что вот просто это ангел. Иногда, конечно, бывает такое, что у ангелов случаются замуты с людьми и все такое, а какие-то истории из неведомого мы их начинаем как-то тоже эксплуатировать, и рождаются всякие сюжеты, уже такие производственно складные, но это такие беды однажды приводят к всемирному потопу и прочим катастрофам. Поэтому лучше просто представить себе, что все, что извне, оно не обязательно должно остаться у вас во власти. Пригласите его себе в гости и... Возвращаясь к вопросу власти. Когда мы объединяем два объекта сюжетом, используя свою власть, это понятно. Очень парадоксальную мысль вы высказали, что можно без этого обойтись и найти какую-то иную парадоксальную историю, может быть, если повезет, наверное. И совсем непонятно, как в этой ситуации существовать, отказавшись от власти. Должно быть что-то тогда прийти на замену. Либо мы используем свою власть где-то в другом месте, либо это что-то совершенно должно быть что-то особенное. Можете хотя бы намекнуть? Я вместе с вами буду догадываться. Я, знаете, думаю про что? Про сценарий, как во вторую и в последнюю очередь работа с текстом письменным. Сценарий — это что-то, что надо чаще всего записать для того, чтобы другие люди могли понять, прочитать. Сценарий — это сочетание ремарки и реплики. Реплика — это то, что останется на экране, довольно-таки узнаваемо, потому что это слова, которые кто-то кому-то говорит вслух. А ремарка — это что-то, что безнадежно погибнет. Оно как бы должно заново родиться, потому что это невербальная коммуникация персонажей, это визуальная среда, это пространство в его каких-то внятных, зримых предметах и условиях, расстояние, глубина кадра, акустика — это тоже пространство. Ремарка — это все, что дает нам возможность, читая сценарий, уже смотреть фильм. Есть традиция литературного сценария, есть традиция сценария в записи технической, лесенкой, когда ремарки приближены
неважно, как они написаны. Они могут быть написаны индивидуально, авторски, они могут давать настроение читателю, они могут быть шуткой или могут быть запугиванием, могут быть очень-очень разные могут быть. Они, и все равно они помещены в техническую сетку. Реплика, столбик. Есть имя человека, который говорит. Когда мы читаем сценарий в технической записи, это как бы не фильм, который мы видим, читая, а это как бы фильм, который мы посмотрели, а сейчас мы читаем его запись, которая нам нужна для того, чтобы технически этот фильм заново воссоздать, снять. Я думаю, что что-то очень похожее на вот это, идеальное какое-то оставление в покое того, что ты пробуешь смотреть, это, записать. Просто описать это. Потому что когда ты пробуешь, как что-то, что в литературном сценарии вроде бы является необходимостью, потому что тебе надо что-то записать, описать так, чтобы другой человек мог это мысленно увидеть, почувствовать. Литературный сценарий, он помогает почувствовать атмосферу, а не только как бы своей мыслью достроить ее по канве полученного текста. Когда ты просто описываешь технически словами, находишь слова для чего-то, что ты на что ты смотришь, ты делаешь что-то в каком-то смысле обратное сюжетному взгляду. Это описание. Ты создаешь другое время, потому что для того, чтобы что-то описать, тебе нужно потратить иногда больше времени, чем то время, которое ты получаешь одновременно, которое тебе нужно, чтобы одновременно почувствовать очень многое. Одновременно ты чувствуешь очень много, ты, может, осознаешь это не сразу. Но для того, чтобы записать текстом, тебе надо потратить время. Вот я помню, Варвара писала про стоп-кадры. В каком-то смысле записать словами фотографию – это что-то похожее на оставление ее в покое, потому что это что-то немножко более далекое от настоящего, вроде бы, действительно драматургического текста, от сценария. Это шаг к тому зрению, когда ты смотришь внимательно на что-то решил смотреть, и не спешишь из этого осознания шагнуть к чему-то еще. Вот, просто может быть, если попробовать, записывать словами что-то, на что ты смотришь, стараясь это описать, может быть, это возможность почувствовать, запомнить для себя вот ощущение этого осколочного, отдельного взгляда. А кроме того, может быть, если мы действительно говорим про импорт из действительности к нам, может быть, попробовав импортировать разные вещи, но не придумать, получив их в соседство, связь сюжетную между ними, один человек и другой. Сюжет, который вы придумываете, и персонаж, которого вы импортируете из вашего мира. Может быть, если попробовать к ним отнестись как к изначально коллажу и просто поместить их вместе, вдруг вы увидите что-то другое, чем вы могли бы придумать. Может быть, вы придете к другому сюжету, но к другому сюжету. Может быть, этот сюжет будет немножко свободнее от вашего знания, и чуть больше в нем будет от вашего зрения. И мы все равно никуда не спасемся от того, что когда мы на что-то смотрим, мы это видим и этому говорим: будь нами. Мы не спасемся от этого. Но когда мы пробуем составить какую-то, историю, не историю, что-то такое, может быть, все моменты, которые позволят нам проверить, что было бы здесь, каким бы оно было, если бы оно было свободно от нашего желания, может быть, все эти моменты, если не пригодятся нам практически, то хотя бы помогут нам
что-то интересное для себя заметить. Вот. Помогут нам услышать ангелов, я понял. Но это так, я, видите, с Спасибо. рекламными целями про ангелов загоняю. Но в переносном смысле просто похоже, правда, такое. Что-то, что вы не видите, и не факт, что оно есть, но вы можете поверить, что оно есть, и вам от этого проще там по канату ходить, терпеть долго, идти в темноте куда-нибудь, там, Спасибо. жить. Важно ли в кино, ну, которое вам нравится, подключение к главному герою? Подключение именно. То есть можно правду про него рассказывать, а можно рассказывать про него ровно столько, чтобы мы к нему подключались и ему сопереживали. Я понимаю, что мы живем во время, когда обычные народные жанровые истории часто и внимательно предлагают нам сомневаться в ясных персонажах. И мы сплошь и рядом можем с вами увидеть мультфильм про очень-очень хорошего принца, который, в общем, говнюк полный вообще и злодей. И это жанровая история. Мы можем с вами смотреть историю, в котором кто-то очень старающийся быть хорошим, возможно, будет в результате главным и безнадежно плохим. В том числе потому, что мы успели его запалить, он старался быть хорошим. Вот я думаю, что просто мы живем во время, которое уже успело себя спросить, а может ли такое быть, что ради того, чтобы герой был бы прекрасен, мы пошли бы на то, чтобы скрыть его человечность и сложность. И это время уже ответило, а нам просто рассказывает сейчас результаты своего ответа. А уж соглашаться ли нам с этим или после этого еще поискать какую-то еще другую, новую правду, это вопрос. Но просто хотел заметить для нас с вами, что мы живем во время, для которого герои ясные и простые в своей хорошести, уже случилось их компрометация хорошестью. Хороший — это что-то еще. Вот. А можно ли быть зрителем истории про кого-то, кто не является одним, кто не является героем, кто не является единым? Здесь вопрос, он очень больным становится, когда мы проверяем не персонажа, с которым мы жили в этой истории некой, а мы проверяем себя, где мы разрешали себе быть плохим, где мы разрешали себе быть, принять свой компромисс ради сочувствия, ради увлечения, ради того, чтобы продолжилась история, на что мы внутренне пошли. И если мы накопили какое-то количество неправильных для нас, спокойных для нас, равномерно смотрящих на хорошее и плохое, для нас решающих, примеряющим все на себя в этом этическом шоке, а если бы это с тобою и так далее. Вот, наверное, тот вопрос, который вы задаете, он больным и открытым остается, и тем более он становится им в наше время, когда мы проверяем на хорошесть, на право быть нехорошим себя самого,
зрителя, прошедшего, прожившего историю фильма. И поддавшегося или не поддавшегося соблазнам поступиться сочувствием, поступиться нашей внутренней, каждой своей этикой для того, чтобы продолжать приключение со своим героем и продолжать фильм, продолжать смотреть этот фильм.